привет, друзья подписчики, с вами Радиус. В этом видео покажу, как делал мод для портативной радиостанции Zaston M7. На платформе YouTube есть несколько видео, как это сделать. В принципе, все стандартно. Но все равно покажу поэтапно, как делал это я. Приятного вам просмотра, поехали. Чтобы переделать радиостанцию Zaston M7, нужно пройти два шага. Первый шаг. Нам нужно перепрошить ее, сделать программный мод. И второй шаг. Нужно разобрать и немного перепаять эту станцию. Начнем с программного мода. Для этого нам понадобится кабель для прошивки. У меня кабель от портативки Baofeng. Он подходит. Заказывал я его на AliExpress. Ссылку на него оставлю под видео в описании. Вот так он выглядит. Также в комплекте с этим кабелем идут драйвера. Вот. Ну и разумеется, нужна сама радиостанция Zaston M7. Также заказывал ее на AliExpress. Еще нам понадобится программа, через которую будем прошивать. И сама прошивка. Ее также можете скачать под этим видео. В этой прошивке забиты практически все частоты для Satcom. Сам ей пользуюсь. Переходим по ссылке под видео. Скачиваем. Скачалась прошивка и программа. Кидаем ее на рабочий стол. Закрываем. Видим такой zip архив. Открываем. И папочку выкидываем на рабочий стол. В ней содержится сама программа, через которую будем прошивать. И вот она, прошивка с каналами. Закрываем. Вставляем кабель для прошивки. И если нужно, ставьте драйвера с диска, который шел в комплекте с кабелем. На Windows 10 драйвера ставить не надо. Провод работает со стандартными драйверами. Следующий шаг. Нам нужно определить порт, в который вставлен кабель для прошивки. Это делается так. На иконку «Мой компьютер» правой кнопкой жмем и выбираем управление. Далее находим диспетчер устройств, жмем и порты. И вот наш порт USB Serial CH340. COM-порт 6. Запоминаем, что COM-порт 6. У вас, возможно, будет другой порт, там 5, 6, 7 и так далее. Закрываем. Теперь устанавливаем программу для прошивки. Выбираем английский язык, тут китайский, английский. Выбираем английский. Дальше выбираем, куда ставить. У меня программа уже установлена, поэтому я жму отмена. После установки программы у вас появится на рабочем столе такой ярлык: M7 Radio Software, версия 1.0. Открываем. Жмем сверху на шестеренку Set. Ну, возможно, что она у вас будет на китайском языке. Выбираем язык английский. И выбираем тот порт, который мы запомнили. Вот у меня COM-порт 6. Окей. Подключаем кабель к Zaston, так, чтобы он только был выключен.
вставляем провод и включаем застон. Далее жмем Read. Нажимаем ОК. Застончик начинает индикатор мигать и читается прошивка застона. После того нажимаем Radio Information. Выбираем в третьей строке Frequency Range B. Выбираем 120 599. Далее жмем на вкладку Software Web Version. Нажимаем два раза. Внизу появляются боксы. Снимаем верхние галочки. Оставим нижнюю. Жмем Save, сохранить. Тем самым мы сохраним стандартную прошивку. На всякий случай. Случиться может все что угодно. Называем ее родная прошивка. Вот, и указываем путь, куда сохранить. Ну, вот, к примеру, на рабочий стол. Сохранить. Как мы видим, вот она сохранена. Это родная прошивка. После всех этих манипуляций мы загружаем прошивку для спутников Satcom. Ту, что вы скачали под видео. Жмем Open. Находим ее. Вот она. Нажимаем Открывать. После чего выбираем в верхней строке Frequency Range A. Частоту 134-174. Далее во второй строке Frequency Range B. Выбираем 120-599 МГц. Заходим в Channel Information. И мы видим частоты. Это частоты А канала. И вот частоты канала B. Вот эти все частоты прописаны для спутников Satcom. Переходим во вкладке Radio Information. Проверяем, чтобы галочка стояла в нижнем боксе. Жмем кнопку Write. И жмем ОК. И ждем, пока прошивка загрузится. После завершения выключаем застон, отключаем кабель и выходим из программы. Прошивка прошла успешно. Теперь включаем застон. И что мы видим? В нижнем секторе появились частоты Satcom. Мы видим, что появились частоты Satcom, но станция пока не будет принимать и работать. Нам нужно сделать второй шаг, самый сложный. Это переделка полосовых фильтров. Ну и нужно подключить соответствующую антенну для работы через эти спутники. Переходим ко второму шагу. Итак, разбираем радиостанцию. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот. Для начала снимаем вот эту застежку.
Отлаживаем, снимаем батарею. Откручиваем вот 2 болтика. После чего снимаем антенну, откручиваем. Здесь обратите внимание, есть такой вот фиксатор. Его нужно открутить, он откручивается. Далее снимаем ручку, вот это включение. И обратите внимание, что под ручкой есть еще такой одна гайка, фиксатор. Вот я ее откручиваю вот таким пинцетиком. Вот она такая вот. Все. Открываем. Вытаскиваем. И сильно не дергаем, так как здесь идет шлейф. Вот он. Шлейф. Не надо отшмыкать, он отщелкивается. Сейчас я покажу как. Так вот раз. Поднимается и аккуратненько вытаскиваем. Все, мы ее разобрали на 2 части. Вот эта часть нам не пригодится, мы ее откладываем. Итак, мы отделили платы. Теперь нам нужно открутить 9 болтиков. Вот 1, 2, 3, 4. Вот под шлейфом 5, 6, 7, 8, 9. Поехали. Вот, их убираем в стороночку, чтобы не потерять. Что мы видим? Все откручено, но все равно плата не дает. Держит вот в этом месте припаяна антенна. Паяльником нужно ее отпаять. Тогда плата спокойно снимется. Все, за кадром отпаял я. И она аккуратненько снимается. Вот мы видим. Вот плата. Эта часть нам не нужна, мы ее отлаживаем. И вот мы добрались до той платы, которую мы будем модифицировать. Итак, как я делал. Многие могут плеваться, сказать, что это неправильно, но я делал так. Я не имею паяльной станции, не имею микроскопа. Все перепаивалось обычным 40-ваттным паяльником. В роли микроскопа я использовал сотовый телефон, камеру. Приближал, смотрел. Сразу скажу, что все это я делал на свой страх и риск. Так что 100 раз подумайте, прежде чем паять такую станцию. Вероятность испортить портативку очень большая, ведь радиокомпоненты очень микроскопические, очень мелкие. Нужно иметь определенный навык в пайке.
На паяльник я намотал медный провод в качестве жала. Вот так это выглядит. Провод диаметр 0,8-1 мм примерно. Вот, далее все залуживается. И вот таким образом все это паялось, перепаивалось. Вот, телефоном сотовым, камерой приближал, смотрел, где-то подчищал зубочистками. В общем, промудохался я, но несколько часов я потратил, времени точно. Очень кропотливый труд, тем более не имея определенной аппаратуры, не имея паяльной станции, не имея микроскопа. Это все очень сделать сложно. Ну и зрение желательно иметь очень хорошее, так как можно все это испортить в один миг. Но, как видите, все возможно. И при желании можно перепаять и обычным 40-ваттным паяльником. Так что еще раз, 100 раз подумайте. И если вы решились, перепаивайте, действуйте. У меня все получилось. Версия моей платы V2.1. Вот перед нами плата, но она уже модифицирована. Можно сделать модификацию с помощью подпаивания емкостей конденсаторов, но мне проще показалось сделать, перемотав катушки. Перепаять катушки нам нужно верхний ряд. Это был диапазон 430 МГц. Нижний ряд это 150 МГц. Мы его трогать не будем. Мы перепаем только верхний ряд. Выпаиваем первую катушку. Она содержала 5 витков. И мотаем за место 5-8 витков. И впаиваем назад. А в качестве оправки использовать можно сверло 1,5 мм. Провод примерно 0,3. Значит, вот первая катушка 8 витков. А вторую катушку, вот эту вот, отпаиваем. И припаиваем 7 витков, мотаем. Третья катушка, они по 3 витка, это ФНЧ. Третья, четвертая, они содержали по 3 витка. Значит, 4 витка. Третья, четвертая тоже 4 витка. И пятая катушка. Мы мотаем 6 витков и припаиваем. Припаиваем на эти же места. И нужно катушки припаивать так же, как они и стояли. То есть не нужно их поворачивать там. Вот если эта катушка стоит вертикально, то это должна быть горизонтально обязательно, вот как они стояли. Следующая вертикально, четвертая горизонтально и пятая опять вертикально. Также они впаиваются. Так, с катушками закончили, остальные катушки трогать не нужно. Единственное, что нам нужно подпаять, вот этот конденсатор СМДшный. Вот он стоит. Паяется он 10 пикофарад. Здесь на этом месте ничего не было. Паиваем 10 пикофарад. И катушечку я немножечко, один виточек чуть-чуть отодвинул. Этот конденсатор впаивается для того, чтобы была чувствительность на частотах 250-260 МГц. Как раз для приема. Можно, конечно, поэкспериментировать с данным конденсатором. Ну, здесь в пределах 10 пик ставится. 10, 8, там 9, 11. Можно экспериментальным путем выбрать наилучшую чувствительность данного аппарата. Мой конденсатор на 10 пикофарад стоит. На этом модификация заканчивается. То есть меняем катушки, перематываем и припаиваем конденсатор 10 пикофарад для того, чтобы была чувствительность на этом диапазоне. Все, больше мы ничего не делаем. В обратном порядке собираем все это дело.
И пробуем запускать данный аппарат. Пин-диоды у меня стоят стандартные, как шли с завода. Вот, у меня они черные, без всякой полоски. Перепаивать я их не стал. Вот, у меня все это работает. КСВ я постоянно контролирую, поэтому пока что станция работает нормально. Вот. Но на всякий случай все равно я заказал пин-диоды с синей полосой. Вот такие вот. Вот они у меня есть. Если вдруг что случится, перепаяю их на диоды с синей полоской. Ну, уже станция трудится около года, наверное, черными без полосы. Какие были, все пока нормально. Главное следить, чтобы КСВ было в норме, и все будет работать. Ссылочку я оставлю под видео на такие синие пин-диоды. Вот, может кому-то и понадобятся, если вдруг вылетят. Ссылка под видео будет в описании. Ну вот и подошли мы к финалу. И если все сделано правильно, получаем такие результаты. Сейчас сделаю замеры мощности на этих частотах. Замерять буду показометром КСВ ваттметром китайским фирмы Suricom SV33. В качестве нагрузки буду использовать эквивалент 50 Ом. Вот такой. Вот все я подключил. Смотрим. Частота 255-550. Выходная мощность 8,7 и 6 Вт. (267-400) частота. Мощность 8,7 Вт также. (268) частота, 310 передача, 5 Вт. (310 передачи, 955 Вт мощность. (8,5 Вт). Теперь на двоечке. 145-500 частота. Выходная мощность 4,4 Вт. Также подключу 10-ваттный кваншинг для сравнения, чтобы немного убедиться в правильности показаний данного показометра. Проверяем. Частота 145-500. Мы видим 9,6 Вт. Он 10-ваттный. Вместе с застоном я использую тангенту от портативки Luxum. Вот такая она. Без нее качество модуляции у застона, мягко сказать, не очень. Но с ней все отлично, на твердую пятерочку. Возможно, у меня попался такой застон не с очень хорошей модуляцией. Хотя у прошивки есть улучшение модуляции. На этом мой видеоролик подходит к концу. Пожелаю всем творческих успехов. Спасибо за просмотр этого видео. Пишите комментарии. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь, будет много интересного. Всем пока.